Добрый день, дорогие друзья! В этом выпуске я предлагаю вашему вниманию очень интересную модель американской верфи Island Packet Yachts, а именно Island Packet 40, которая выпускалась с 1994 по 2000 год. Слоган верфи звучит так: «Не заставляйте мир ждать, сделано для исследователей». Ну что же, тогда вперед! И по сложившейся традиции, когда я рассказываю о яхте той верфи, о которой еще не было выпусков, я знакомлю вас с краткой историей верфи. Итак, краткая история верфи Island Packet Yachts. Компания Island Packet начала свою работу в 1979 году. Основателем верфи является Роберт Джонсон. Весьма интересна биография Роберта Джонсона. В 1965 году он окончил с отличием Университет Флориды. Получил степень магистра в области военно-морской архитектуры и морской инженерии в Массачусетском технологическом институте в 1967 году. После окончания Массачусетского технологического института господин Джонсон начал работать в McDonnell Douglas Corporation, Калифорния, где занимался проектированием и анализом различных конструкций ракетных комплексов. В 1969 году Роберт Джонсон ушел из ракетно-космической промышленности и начал разработку досок для серфинга из легких аэрокосмических композитных материалов. В 1974 году господин Джонсон вернулся во Флориду, чтобы заняться парусными яхтами в качестве дизайнера Irwin Yacht и Marine Corporation. И, наконец, в 1979 году господин Джонсон основал свой собственный бизнес Island Packet Yachts. Он начал скромно, построив 27-футовик, но у него были большие мечты. Роберт Джонсон превратил компанию в мощный центр отрасли, ориентированный на высочайшее качество и безопасность, а также на комфорт и удобство для жизни. Эксклюзивный киль Full Foil Keel, разработанный им, стал эталоном устойчивости мореходных качеств и характеристик. Компания Island Packet Yachts создала эталонные стандарты и построила более 2500 яхт. Верфь осуществляет отличное обслуживание клиентов, дает 3-летнюю гарантию от носа до кормы и расширенную 10-летнюю гарантию на корпус и покрытие палубы. Каждая яхта создается с использованием высококачественных материалов, профессионального мастерства и тщательного контроля качества. В январе 2017 года Даррел и Лесли Аллен стали владельцами компании, и она стала Island Packet and Seaworth Yachts. Их любовь к бренду и владельцам побудила их взять на себя задачу продвинуть вперед эту культовую линейку парусных лодок, создав Island Packet следующего поколения. С глубоким уважением к идеалам бренда и его основателю Бобу Джонсону, семья Алленов и их инвесторы взяли курс на то, чтобы взять традиции прошлого и продвигать их, используя свой опыт в розничной торговле. Сегодня в компании уже более 50 сотрудников. Средний сотрудник имеет более чем 20-летний опыт создания Island Packets. При создании новых яхт верфь стремится максимально учитывать пожелания клиента. Верфь расположена в городе Ларго, Флорида, США. Ссылку на сайт верфи и сообщество владельцев яхт Island Packet дам под видео. Также по традиции напоминаю, что на канале Идеальный круизер мы анализируем техпараметры разных яхт и для наглядности и лучшего понимания сравниваем их с математической моделью идеального круизера Джона Холтропа. Это дает нам возможность, опираясь на цифры, оценивать рассматриваемые модели яхт с точки зрения конструкторского замысла и сферы оптимального их использования. Итак, Island Packet 40. Годы выпуска с 1994 по 2000. Материал корпуса Fiberglass. Эксклюзивный Full Foil Keel. Аварийное рулевое управление. Все управление сведено в кокпит. Усиленная мачта и гик. 2 Anchor Rollers. В люках и иллюминаторах применяется безопасное стекло. Отделка из массива дерева. Бронзовые сикоки. Engine Yanmar 54 лошадиные силы. Дизайнер Роберт Джонсон. Длина корпуса максимальная по палубе
40 фут. Длина корпуса по КВЛ 34 фута. Ширина корпуса максимальная 12,92 фута. Осадка 4,67 фута. Водоизмещение 22 800 фунтов. Площадь парусности 907 квадратных футов. На индикаторе, как и всегда, зеленая зона – это значение, соответствующее значениям для идеального круизера. Левый зеленый флаг – минимальное значение эталона. Правый зеленый флаг – максимальное значение эталона. Прогресс отображает значение показателя на индикаторе. Цифра справа – значение показателя. Первый расчетный показатель – фактор энерговооруженности. Чем легче судно и чем больше площадь парусности, тем выше этот показатель. Для Island Packet 40 значение фактора энерговооруженности равно 18,12. Это говорит о том, что есть небольшой избыток парусов. Добавим плюс к условному драйву. Следующий показатель – фактор водоизмещения. По своей сути показывает отношение водоизмещения к длине яхты с учетом коэффициентов. Значение 258,97 означает, что лодка не перетяжеленная. Значение немного меньше, чем у идеального круизера. Добавим плюс к условному драйву. Фактор комфортности. Показатель получен опытным путем и предложен проектировщиком Тедом Брауэром. Чем больше значение этого показателя, тем мягче и комфортнее лодка движется в море. Для Island Packet 40 значение равно 32,6. Это соответствует значению эталона. И это плюс к условному комфорту. Риск опрокидывания. Эмпирический показатель, введенный Яхтенным гоночным союзом США. Критическим считается значение 2 единицы. Значения меньше 2 считаются хорошими. В нашем случае значение равно 1,76. Это отличное значение, и оно соответствует эталону круизера. Плюс к условному комфорту. Фактор балласта. Это один из показателей остойчивости. Рассчитывается как отношение веса балласта к водоизмещению. Значение 44 означает, что в данном случае отдано предпочтение остойчивости формы. Это соответствует значению эталона. И это плюс к условному комфорту. Следующий показатель – стройность корпуса. Характеризует относительную ширину корпуса. Рассчитывается как отношение максимальной длины корпуса к его ширине. Для крейсеров более характерны умеренно стройные корпуса. Эталонный показатель равен 3,4. Для Island Packet 40 значение равно 3,1. Это значит, что корпус немного шире эталона. И это плюс к условному комфорту. Проектная скорость корпуса. Проектная скорость корпуса для водоизмещающего судна зависит от длины корпуса по ватерлинии. Обычно определяется как максимальная скорость, развиваемая водоизмещающим судном при разумной мощности 2-3 лошадиные силы на тонну. В нашем случае скорость корпуса равна 7,81 узла, что несколько выше, чем у идеального круизера. Плюс к условному драйву. Фактор скорости. Для лодок со значительной парусностью и небольшим водоизмещением фактор скорости больше единицы. Для имеющих недостаточную площадь парусов или излишне тяжелых лодок он меньше единицы. Для Island Packet 40 значение равно 1,1. Значение больше, чем у эталона, а это значит, что лодка относительно динамичная. Это плюс к условному драйву. Момент инерции. Эмпирический показатель, разработанный обществом морских инженеров СНЭИМ. Чем выше момент инерции, тем выше сопротивление раскачивающим усилиям. Значение 1 122 044,34 фунта на фут в квадрате соответствует значению идеального круизера. Плюс к условному комфорту. Период бортовой качки. Период бортовой качки зависит от момента инерции. Попросту говоря, период бортовой качки судна обратно пропорционален его остойчивости. У неостойчивых судов большой период бортовой качки, у устойчивых – малый. Для Island Packet 40 период равен 3,65 секунды.
Это совсем немного отличается от эталона, но формально плюс к условному драйву. Показатель устойчивости. Эмпирический показатель, описывающий влияние периода бортовой качки и ширины корпуса на устойчивость. Лодки со значением до единицы считаются остойчивыми, более 1,5 единиц – валкими. Значение 0,93 говорит о том, что лодка остойчивая. Значение меньше, чем у эталона, плюс к условному драйву. Ускорение бортовой качки. Значение. До 0,06 G – это значение, практически не оказывающее влияния на человека. Свыше 0,06 G считается нежелательным для крейсерских яхт. Свыше 0,1 G начинаются недомогания. Уровень свыше 0,18 G считается недопустимым. Для Island Packet 40 значение ускорения бортовой качки равно 0,08 G. Подведем итог по Island Packet 40, годы выпуска 1994-2000. Рейтинг по набранным баллам 9,44. Давайте посмотрим на шкалу Comfort Drive, и мы увидим, что значения показателей распределились 50 на 50. Это значит, что перед нами достаточно комфортная лодка, но с более динамичным характером, чем у эталонной модели круизера. Хороший баланс длины корпуса и водоизмещения. Хороший баланс водоизмещения и площади парусов. Отличное значение фактора комфортности. Хорошее значение периода и ускорения бортовой качки. По всем показателям Island Packet 40 это отлично сбалансированный, комфортный круизер с неплохой динамикой. И по набранным баллам Island Packet 40 занимает второе место в рейтинге «Идеальный круизер». Это очень-очень сильный результат. Island Packet 40 сдвигает сегодня весь список вниз, перемещая модель CNC 35 Mark I на вторую страницу рейтинга. Итак, на первой странице рейтинга для яхт, которые мы уже посмотрели, первое место Halberg Rassy 42F Mark II. Второе место Island Packet 40. Третье место Trintella 4. Четвертое место Sirius 40 DS Twin Kill. Пятое место Cherubini 44 Catch. Шестое место Nauticat 40. Седьмое место Trintella 57A. Восьмое место Шхуна Cherubini 48. Девятое место Bavaria 42. И десятое место Trintella 5. На второй странице 11 место CNC 35 Mark I. Ну что ж, друзья, Island Packet 40 действительно очень интересная лодка. Лично мне она очень понравилась. И в следующих выпусках мы с вами продолжим знакомиться как с классическими моделями, так и с современными. Несколько следующих выпусков будут подготовлены по предложению зрителей канала. Не пропустите, подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик. Если вас интересует какая-то лодка, напишите в комментариях, и я подготовлю выпуск по интересующей вас модели. Спасибо за внимание, до новых встреч на канале Идеальный круизер.